Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Но смотрите, сегодня я вам предупреждал о том, что на самом деле понедельник, сегодня день такой достаточно будет менее активный. С точки зрения каких-либо событий, как мы помним, там были у нас только индекс деловой активности в производственном секторе США, PMI, да, от SM, и, соответственно, акционы по размещению 3 и 6-месячных казначейских векселей. Это вот был как бы основное на то, что мы могли в понедельник обратить внимание. Как я вам говорил, основной курс у нас не менялся, но зато, господа, по Форексу у нас здесь были достаточно интересные движения. Значит, смотрите, данные вышли на самом деле, которые мы ждали, по факту показывающие то, что экономика Америки, она достаточно неплохо себя чувствует, никакой там рецессии нет, что и требовалось доказать. Ну и, соответственно, на этом доллар должен был бы расслабиться. Но что мы видим на самом деле, господа? У нас индекс доллара рос сегодня весь день. Обратите внимание, мы уже находимся на 102.15. Вот еще время только 20.46, а мы уже двигаемся за 102, да? При этом, смотрите, что самое интересное и самое главное, да? Что у нас по доллару-рублю вот здесь мы ничего не увидим, а Форекс там 5-минутку у нас не покажет. Но в целом, смотрите, мы просто посмотрим вот сюда, и мы увидим, что доллар-рубль по непосредственно Форексу в этот момент ушел еще ниже, чем была пятница. То есть мы были на 79, он ушел на 78. Еще раз говорю, лично мое мнение, это все пока временные спекуляции. Я думаю, эта картина довольно быстро может обратно вернуться за 81. Сейчас мы непосредственно будем ждать как минимум вторник и, соответственно, среда, там решение по процентной ставке по ФРС и ЕЦБ. Теперь смотрите сюда, по нефти. Нефть у нас сегодня, вот смотрите, было 80.40, да, вот она сегодня, доллар давил на протяжении всего дня нефть. На протяжении всего дня. И вот мы видим, опять к 78 нас опустили в преддверии ставок. Притом, смотрите, господа, сегодня была интересная информация. Ряд стран ОПЕК+ добровольно снижает добычу. Помните, я вам говорил о том, что ОПЕК еще может нанести дополнительный ответный удар. Вот, пожалуйста, добычу на 1,2 миллиона баррелей. Этот уровень сохранится до конца года. Москва, 1 мая, Интерфакс это выдал. И ряд стран, входящих в альянс ОПЕК+, добровольно снижает с понедельника, 1 мая, добычу нефти дополнительно к своим квотам в рамках договоренности с партнерами. И будет удерживать ее на таком уровне до конца 2023 года. Вот она, пожалуйста, вам еще одна словесная интервенция, которая, безусловно, дает возможность, собственно говоря, поддержать цены на нефть. Но, помните, я вам говорил, что в выходные пройдут данные по Китаю. И вот здесь, господа, была неоднозначная информация. Сейчас я вам скажу. Так, сейчас один момент. Вот смотрите. Тем временем от желания покупать нефть инвесторов и спекулянтов удерживает и макростатистика из Китая, одного из крупнейших импортеров потребителей нефти. Ну, это как мы знаем, да. Так, индекс деловой активности, PMI, да, он как раз выходил ночью, да, в промышленном секторе страны опустился ниже нейтральной отметки до 49,2 с 51,9 пункта в марте, а в непроизводственном секторе до 56,4 пункта с 58,2 пункта месяца ранее, что пока остается в положительной зоне, но оказалось меньше ожиданий. Это говорит о том, что типа в Китае все-таки некие, скажем так, тормозящие моменты по экономике присутствуют. Ну вот мы видим, кстати, на глазах у нас как нефть откупается от 78, а при этом доллар у нас никуда не корректируется, то есть нефть в принципе растет вне зависимости от того, что доллар в этот момент у нас не растет. Да? Вот давайте посмотрим еще облигации. Облигации, обратите внимание, сегодня тоже максимально росли. Я вам сразу об этом предупреждал. Это вот я сейчас беру прям конкретно 5-минутку. Двухлетки, смотрите, выросли на 4,160. А десятилетки, тоже берем 5-минутку. Они тоже выросли вместе с долларом, смотрите, на 3,56. То есть вероятность все-таки повышения ставок, она высока, как я и говорил, потому что все понятно. Война идет вокруг цен на нефть, как мы это рассуждали, объясняли до этого неоднократно. И, соответственно, эту картину мы продолжаем наблюдать. А у нас индекс доллара давит заранее. Завтра мы, как мы помним, будем первые получать данные по запасам. И этот процесс уже начался до того, как вышли непосредственно данные по запасам. Видите, да? Нефть укатали до 78.
И если мы посмотрим вот сюда, то смотрите, да, вот она, у нас была попытка выйти за 80, и вот нас опять откидывают на 78. Все это происходит с помощью индекса доллара, ровно то, о чем я вас и предупреждал. Но смотрите, по доллару-рублю, по Форексу, да, у нас что по евро, да, тоже идет непосредственно укрепление рубля, да, что по юаню, тоже идет укрепление рубля, да, несмотря на то, что доллар растет. Это к вопросу о том, что все-таки некие процессы пока, вот по крайней мере, как они в пятницу мной были замечены, да, пока проявляются. Также в момент, когда официального курса еще нет, возможно, это, конечно, могут быть спекуляции, потому что, еще раз говорю, делать выводы пока рано, то есть мы должны подождать как минимум вторника, когда начнется уже официальный курс. Теперь смотрите дальше, господа, что мы будем ждать, соответственно, во вторник. Индекс потребительских цен по ЕС, да, это к вопросу о инфляции. Объем промышленных заказов в США, это вот к вопросу экономики, да, США. Дальше, число открытых вакансий по рынку труда JOLTS, так называемый США. Это тоже важный очень параметр, за ним прежде всего следит ФРС, как я уже говорил неоднократно. Да? Ну и дальше, соответственно, недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти API. На самом деле, вот эта вот сдержанная, скажем так, реакция по нефти, да, чистой воды, по фактически защита пока 78 уровня, да, но никакого подъема мы пока сильного не видим, да, несмотря на то, что вот и словесные интервенции прошли и так далее, потому что впереди ожидание поставки, господа. Все ждут ставку, и прежде всего, даже не ставку, а те комментарии, которые даст Пауэлл и ФРС по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики, потому что они, естественно, должны опять запугать сырьевой рынок, опять должны наговорить, соответственно, что-нибудь повышать ставки и так далее, и для того, чтобы опять сдержать цены на нефть. И вот поэтому нефть пока соблюдает такой нейтралитет, не падает ниже 78, несмотря на то, что, еще раз напоминаю, да, доллар давит, вот мы видим, доллар давит и давит, как говорится, по полной программе. И он может еще уйти на 102,5, я вам тоже об этом говорил. Но смотрите, официальный курс у нас еще никоим образом, понятно, мы его не видим, да, а на Форексе мы видим при этом усиление рубля. Вот это тоже интересные процессы. Возможно, там тоже идет какая-то продажа, допустим, валюты в рамках, например, бюджетного правила, то есть мы это тоже как бы можем момент этот учитывать. То есть определенным образом какая-то спекуляция проходит. Мне кажется, что все это пройдет в рамках некой, вот скажем так, манипулятивной составляющей, потом отсюда с большой вероятностью могут, например, откупить, да, и резко вернуть потом на 80-81. Потому что, смотрите, и цены на нефть падают, об этом нам тоже как бы намекает на то, что все-таки, как говорится, сильный крепкий рубль сейчас для бюджета не есть гуд. Ну и плюс, соответственно, ситуация со ставками, как мы понимаем, доллар как минимум на 0,25 здесь подымут, но это может вполне вернуть как минимум на 80-81, это как бы однозначно, да. Поэтому, естественно, мы, господа, с вами теперь ждем завтрашний день, прежде всего будем ждать, безусловно, вот этих данных по рынку вакансий, да, и, соответственно, вот этих запасов. Но все это, господа, в преддверии основного события, это принятие решения ставки ФРС в среду. И ЕЦБ, кстати, тоже будет, она уже будет в четверг. Поэтому, как бы, основных, как бы, больше сильных движений я пока не жду до непосредственно завтрашнего дня. Но, как мы видим, на том же Форексе сюрпризы могут быть. По большому счету, больше нам особо анализировать тут нечего. Еще раз говорю, по сути, графики пока не поменялись, потому что стоят они на тех же значениях в данный момент, кроме Форекса, да. Поэтому, соответственно, мы как бы здесь анализ не сильно можем, скажем, провести в отдельности от того, что мы делали в воскресенье, когда я делал обзор недели. Так что подождем вторника, посмотрим, какая там будет реальная реакция, насколько у нас, собственно говоря, изменится в действительности курс официальный. Пока вот мы видим вот это вот коррекционное движение и как бы усиление даже рубля по отношению к доллару, ну и ко всем остальным валютам тоже. Но в целом я думаю, что все это, господа, временно. Это все временно, и связано это с тем, что, еще раз напоминаю, никаких событий сегодня особых не было, и российский рынок не торгуется, в принципе, идут выходные. Значит, смотрите, теперь давайте тогда перейдем к прогнозу, приблизительно то, что может быть завтра.
Я думаю, что по доллару-рублю все-таки возврат 80-50, 81, это мое личное мнение. А евро-рубль, я думаю, тоже 88, 88,5, за 89 мы, я думаю, не выйдем. И по юаню, соответственно, за 11,70, 11,80 не выше. В данный момент больше нам анализировать, господа, нечем. Ту информацию, которая сегодня тоже поступила в телеграм-канале, вам показал. На этом, напоминаю, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. Соответственно, всю важную информацию не пропустите. Там, кстати, я тоже прогноз давал по доллару-рублю, в том числе можете посмотреть. И там разложено конкретно по соотношению Фибоначчи, да, то есть там непосредственно по процентному соотношению, и картина примерно совпадает с моим прогнозом, вот, который я вам сейчас огласил. На этом, господа, заканчиваю, поэтому, если, еще раз говорю, не хотите ничего пропустить, подписывайтесь на нас, будьте в курсе, потому что каждый день мы, соответственно, будем разбирать. Вот сегодняшний день праздники, ничего особо интересного не происходило, а вот завтра уже картина может сильно поменяться. И еще раз говорю, пока на данный момент мы видим, по крайней мере по Форексу, что все-таки рубль укрепляется против всех валют. Имейте в виду. На этом, господа, все.